Добрый день! Сегодня мы свяжем вот такой симпатичный цветок. Начинаем вязать цветок с 6 воздушных петель. Замыкаем эти 6 петель в колечко. Дальше вяжем одну воздушку. Теперь провязываем 12 столбиков без накида в это колечко. Провязали. Делаем в конце соединительную петлю. Кончик этой нитки обрезаем. Первую петельку, вот эту, провязываем 2 столбика без накида. В следующую 1. Потом опять 2. Потом опять 1. Такой очередности 2 столбика и 1. Вяжем до конца ряда. Закончили ряд одним столбиком без накида. Соединительная петля. Теперь вяжем по кругу в каждую петельку столбики без накида. Третий ряд серединки цветка мы провязали. По кругу у нас 18 петель. Четвертый ряд провязываем точно так же, как третий. В каждую петлю нижнего ряда по одному столбику без накида. Тоже должно быть 18 петелек сверху. Четвертый ряд серединки цветка мы закончили. Обрезаем коричневую нить и приступаем к вязанию лепестков. Ко второму ряду серединки прикрепляем желтую нить. Провязываем одну воздушную петлю, а потом еще 11. В следующий столбик второго ряда провязываем столбик без накида. Потом опять столбик без накида. И еще один столбик без накида. Теперь 11 воздушных петель. Следующий столбик второго ряда провязываем столбик без накида.
Итак, у нас между арочками 3 столбика без накида. Таких арочек нам надо сделать 6 штук. Арки для верхнего слоя лепестков почти готовы. В конце делаем соединительную петлю. Спускаемся для вязания арок нижнего лепестка. Делаем 1 столбик без накида, а потом 13 воздушных петель. Провязываем рядом с начальным столбиком без накида еще 1 столбик без накида. Дальше провязываем еще 1 столбик без накида и третий. Точно так же, как вязали арки верхнего лепестка. Только воздушных петель надо провязать 13. Вот таким образом я сделала по 6 арочек для верхних и нижних лепестков нашего цветка. Начинаем обвязывать арочки верхних лепестков. Провязываем 7 столбиков с накидом. Потом 3 столбика с 2 накидами. Три воздушные петли. Опять 3 столбика с 2 накидами.
7 столбиков с одним накидом. Вяжем противоположную сторону в зеркальном отражении. Между арочками провязываем столбик без накида. Следующую арочку и все последующие арочки вяжем точно так же, как первую. Вот мы и провязали последний лепесток нашего верхнего ряда. Спускаемся на нижние лепестки и обвязываем арочки нижних лепестков. В арочке провязываем 11 столбиков с 2 накидами. Потом провязываем 3 воздушные петли, как и в верхнем слое. С противоположной стороны провязываем 11 столбиков с 2 накидами. Провязали 11 столбиков с 2 накидами. Между арочками провязываем столбик без накида. Вот один большой лепесток у нас готов. Второй лепесток и все последующие лепестки нижнего ряда провязываем точно так же. 11 столбиков с 2 накидами, 3 воздушные петли и опять 11 столбиков с 2 накидами. Промежутки между арочками провязываем столбик без накида. Провязали мы все 6 лепестков нижнего ряда нашего цветка. Сделали соединительный столбик, отрезаем нить и прячем ее иголочкой. Прикрепляем коричневую нить
Обвязываем так. Глухая петля, воздушка, опять глухая петля, глухая петля, воздушка и глухая петля. Глухая петля, воздушка и глухая петля. Так обвязываем лепесток до его центра. Довязали до центра. В центре провязываем так. 1 столбик без накида, 3 воздушные петли. Из этих 3 воздушных петель делаем пику. И опять столбик без накида. Дальше на противоположной стороне провязываем, как и вязали раньше. Глухая петля, воздушка, опять глухая петля, глухая петля, воздушка, опять глухая петля. Так обвязываем весь лепесток. Один лепесток мы обвязали. Он закручивается, пока нам надо будет делать влажную тепловую обработку, гладить его, придавать ему форму. Следующий лепесток обвязываем точно так же. Сделали обвязку нижних лепестков нашего цветочка. Теперь делаем обвязку верхних лепестков. Столбик без накида, воздушная петля. Следующий столбик без накида нижнего ряда, столбик без накида. И опять воздушная петля. И опять столбик без накида. Так вяжем до центра. Довязали до центра. Центральные 3 петли вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, с 3 воздушных петель делаем пико, потом опять столбик без накида, воздушная петля и столбик без накида, следующий столбик нижнего ряда. Воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Так обвязываем весь лепесток. Они у нас имеют вот такой пока неприглядный вид, поэтому мы будем их доводить до нужного состояния. Цветочек хорошо смочила и начинаю его теперь растягивать на плоскости, чтобы придать нужную форму. Вначале расправляю нижние лепестки. Когда оно высохнет, я еще его утюгом обработаю с изнаночной стороны. Вот так я растянула наш цветок и дам ему возможность высохнуть до завтрашнего утра. Закончили обработку нашего цветка. Теперь будем вязать серединку. Для этого я беру крючок,
тройку и толстую нить акриловую. Набираем 6 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо. Делаем одну воздушную петлю подъема и провязываем в середину кольца столбики без накида. Я провязываю 7 столбиков. Лишнюю нить обрезаю. И сделаю соединительную петлю. Вот такую симпатичную ягодку мы связали и приклеили на серединку цветка. Потом возьмем тоненькую ниточку в тон и ее еще аккуратненько пришьем.